Приветствую тебя, мой дорогой друг, и сегодня мы будем с тобой обсуждать такую тему, как обновление. Оно очень интересное, оно классное, разработчики вводят прикольные штуки в игру, которые мне вполне нравятся. Поздравьте меня, я, кстати, апнул 45 миллионов. К слову, с второго сезона играю без доната. Единственное, что в третьем я задонатил на Онни. И давайте начнем с героев. Еще раз поздравьте меня, потому что 20 тысяч вот тут в 3 звездах, и вот эти две достались мне на халяву. Что же у нас поменялось в героях? Ну, на самом деле ничего страшного, просто их переименовали. Хотя, сдается мне, что сэр Гриффин что-то в себе поменял. Да и не только сэр Гриффин. Есть тут один персонаж, вот ее Агнес назвали. Есть тут один персонаж очень интересный, так это Моррисон у нас теперь. Вот этот. Ребят, я не помню, на один корабль она действовала или на 3. Потому что если она, по-моему, действовала на один корабль, и поэтому я ее зачмырил. Потому что если сейчас ее можно раскачать, что она на 3 корабля будет, то надо пробовать, возможно, персонаж заиграл. Нихуя у меня костяная рука. Так, это у нас теперь Will Fitzroy. Это у нас Бетти Шарп, по-моему, она Бетти Шарп и была. И это у нас Коджо Холло. С виселицей. Ну что ж, значительных каких-то изменений в цифрах у героев я не увидел. Будем тестировать, смотреть, и там уже будет непосредственно видно, что у нас поменялось. Изменение номер 1 очень приятное, очень прикольное. У нас ввели торговлю прямо на карте. Мы можем выбрать начальную точку и, соответственно, конечную точку прямо на карте, никуда не заезжая. И, собственно, начать автоторговлю. Он у нас сам поедет по своим делам, сам будет торговать. Это очень удобно, мать вашу. Спасибо большое, разработчики. Это прям реально классная штука. Вторая очень классная штука, которую очень долго ждал, и наконец-то она появилась в нашей игре. И это автобой. Да. То есть мы теперь можем грузовые суда бить автобоем. И это очень прикольная штука. Мало того, что он бьет сам, у него после боя восстанавливается полностью хп. И если тебе не хватает матросов, он зайдет в порт, восстановит матросов и пойдет бить дальше. В день доступно 50 кораблей. Да, 50 кораблей. И, соответственно, эта услуга платная. Но не торопитесь кричать «фу» и кидать помидоры в разработчиков. Здесь я вам скажу следующую интересную вещь. В игре есть приемлемый и полезный донат. Да? То есть это не тот донат, который вот здесь, например, а нормальный приемлемый донат. То есть называется это подписка. И это очень выгодные два предложения, потому что здесь у вас появляется автобой. Это раз. Второе, вы получаете 30 дополнительных кракенов в месяц, 30 ракушек. И если вы посчитаете все это по деньгам, да, 30 ракушек это 3000 рублей минимум. Еще и там почти лям золота вы получите с контрабанды. То есть это очень и очень выгодно. Выгодно, ребят, реально выгодно, ребят. Если мы возьмем даже вот этот, за 150 сделок, скорость строительства астрономии хрен с ним, хотя 5% на хай-левелах это тоже уже очень хорошо. Но это 3000 изумрудов, это 30 золотых ракушек, это 120 ускорителей, то есть это 60 часов ускорения. И не только строительство, но и астрономию, и общий, в принципе. Это безумно выгодные штуки, которые стоит брать однозначно. Поэтому, конечно же, я для того, чтобы хотя бы проверить этот автобой, купил, и оно работает очень хорошо и интересно, и замечательно. Дальше, следующее изменение, которое мы тоже все очень долго ждали, наконец-то у нас появилась дипломатия. Теперь мы можем заключить пакт об истреблении, то есть мы можем заключить, допустим, с каким-то союзом, вот ты говно, я тебя буду убивать, и за это не будут увеличиваться показатели дурной славы. Классно, лайк. Второй пакт о перемирии. Например, мы хотим заключить союз с какой-то гильдией, и теперь у этих крыс, которые, как обычно, кидают, не получится кинуть. Если мы с ними заключили пакт о перемирии, во-первых, мы заплатили 1 500 000 средств союза, да, нас они не кинут. То есть пакт о перемирии это когда мы целые сутки можем плавать и вот так вот нажимать, и мы не сможем убить другую гильдию.
То есть пакт о перемирии, все, вы типа мир, дружба, жвачка. Очень-очень круто и клево. Основное изменение, да, это у нас герои имена поменяли, это у нас торговля, это у нас союз и это у нас автобой. Еще у нас появились какие-то там изменения по поводу оптимизации рейда, индикаторы диапазона навыков призванных врагов. Рейда, командного рейда. Давайте посмотрим, что у нас там интересного появилось. Может быть, что-то там. Давайте, чтобы людей не подставлять. Сейчас быстро зайдем. И посмотрим, что там поменялось. Потому что ну, я не думаю, что это, блядь, на самом деле важно. Типа, ну и чё, что там какие-то индикаторы появились. Исправлена проблема, из-за которой статус на кнопке войны Союза отставал от фактического. Ладно, окей. Узлы сноровки Союза. Вот, теперь у нас в Союзе разное количество человек. Да, то есть для чего это сделали, не знаю, можно лишь только предположить, но теперь у нас для того, чтобы увеличить количество мест в Союзе, нужно, соответственно, прокачать еще два отдельных расширения и, соответственно, увеличить количество мест в Союзе. Полагаю, это нужно для того, чтобы не было супер-мега гильдий, которые набирают в себя полморя, чтобы все-таки в море оставалось там 2-3 гильдии, хоть и союзных, хрен с ним. Может быть, это сделано для борьбы с АФК. То есть, если ты вышел с игры, долго не играешь, если ты вышел там с гильдии, выкинули тебя с гильдии, тебя просто твой аккаунт удаляется и все. И таким образом смотрится, какие сервера стоит объединять, какие сервера объединять не стоит. Но это лишь предположение, что там на самом деле я не знаю. Так, камни несезонных специализаций, которые нельзя использовать, теперь будут автоматически конвертироваться в опыт специализации при их получении. То есть, если вы пошли в другой рейд, в другого сезона, у вас будет получаться не камушки, а опыт специализации сразу. Ну, раньше надо было разламывать. Добавлено напоминание о необходимости использовать узор паруса гильдии, если они не экипированы. Ну, понятно, это здорово. Некоторые о них даже и не знают. Исправление миссии «Остров в Великом морском пути». Вообще не заметил никаких изменений. В новой версии у развивающихся островов будет каждый день появляться новые задания для развития. В новой версии каждый член Союза может выполнить только один раунд заданий по развитию. Так и было. Теперь после выхода из Союза есть 8 часов период ожидания перед вступлением в другой Союз. То есть штраф ввели. Не получится бегать в другой Союз для получения наград за 7-й порт. Ну, либо получится и жди. Рейтинг союзов в интерфейсе Союза теперь отображает мировой рейтинг всех серверов. Различные исправления и оптимизации. Вот это вот и называется теневое обновление. Вот. Соответственно, обнова классная. Ребят, разработчики, спасибо вам. Автобой это круто. Автоторговля через карту это еще круче. То есть тебе не надо заплывать в порт, в другой какой-то сначала плыть. Ты можешь сразу так вот тыкнуть. Здесь вот первая точка. Здесь вот, например, точка 2. И посмотреть, сколько там бабок это будет, соответственно, тебе стоить. Сколько тебе денег это принесет. Это очень удобно, ребята. Огромное спасибо. Вот, это прям лайк за это однозначный. Так, давайте проверим, убрали баг или нет. Здесь 19800, 198 Заходим, выходим, 226. 4 единички так и добавляет, то есть если кликер какой-то ставить, можно также, короче говоря, и прокачиваться. Ну, если кто не знал. Ну, собственно, что могу сказать? Обнова классная, большое спасибо за эти изменения, это очень клево. По поводу вызовов прямых столкновений, ну, я могу сказать, что свой БМ ты стопудово валишь. И смотрите, есть тут лайфхак такой. Если ты не можешь завалить какого-то типа, хотя ты там смотришь, вроде бы там разница небольшая, но ты не можешь почему-то его завалить. И ты не знаешь почему, да? Да вот все перепробовал, ничего не получается. Вот смотрите, Уни, Саваш. Саваш, привет тебе, красивый у тебя ник. Заходим в союзы, соответственно, в рейтинг. Находим нашего прекрасного Уни. Заходим в кишочки гильдии. Так, сила по силе 45, по-моему, или 44. Что-то там у него. Саваш. Саважик.
Где ты есть? Вот он, 44 700. Нажимаем на него и нажимаем на корону. И, соответственно, смотрим, почему он тебя убивает, почему он сильнее, да? Ну, во-первых, детали корабля у него что-то там посильнее стоит. Сила кабины, то есть корабль у меня сильнее прокачан. Сила героя у нас практически одинаковая. Развитие сезона у меня намного сильнее, сила корабля у нас одинакова, а вот астрономия на 800-700 очков у меня отстает. Возможно, он просто докачал где-то там астрономию очень-очень хорошо. Но в общей сложности, смотрите, моя сила больше, чем у него. Ну, в итоге я его победил. Вот. Очень-очень полезная штука для того, чтобы понимать, где у тебя проблема, из-за чего ты не можешь победить. Еще один момент. Если разница в прямых столкновениях больше миллиона, вариантов, что ты выиграешь, даже если у тебя там мега крутая сборка, ну, практически ноль. В прямых столкновениях ты должен понимать, что смотреть за боем смысла нет. После определенного момента появляется кнопка «Пропустить». Это говорит о том, что компьютер за тебя уже решил, выиграешь ты или проиграешь. И вне зависимости... Вот, все, дальше уже смотреть смысла нет. Компьютер уже знает, выиграешь ты или нет. То есть здесь никакого чуда не произойдет и исход не изменится. В таком случае нужно понимать, что если компьютер решил, что ты проиграешь, хоть у тебя супер-мега-танковый шмот стоит, хоть у тебя профильный шмот стоит, да хоть что стоит, ты все равно проиграешь. Шмотки здесь не решают вообще. Я ставил сюда полностью фулл танковую сборку и не мог победить человека. В итоге всего лишь на 2 уровня поднял уровень персонажей. Ну, реально, на 2 уровня поднял. И сразу же победил. В любой сборке я его рвать начал. Вообще пофигу в какой. Поэтому сборка в прямых не решает. Сборку делайте и проверяйте, когда я вам аккаунты настраиваю, только в чистом настоящем PvP. Ну или хотя бы там в PvE. И да, ребята, если вам нужна настройка, помощь по настройке, пишите мне в Telegram, я вам обязательно помогу. Расскажу, как, что делать. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите свои комментики.